Всем огромный привет! У нас сегодня пасмурно, ночью вроде бы прошелся дождик. И в сегодняшнем видео я хочу познакомить вас со своим братишкой. Он также живет в Южной Корее, он живет вместе с нами. И я попросила его заснять свою работу. И сегодня там Богдашка бегает. Боюсь как бы не потерять его. И сегодняшнее видео будет о работе моего братишки в Южной Корее. Работу мужа я уже снимала, так что сегодня будет работа моего братишки. Что такое? Всем привет! Вот очередной рабочий день. В субботу. Решил сегодня немножко заснять работу. Вот, показать наш завод, может быть, это более детально. Вот, ну посмотрим, насколько это у меня хорошо получится. Сегодня суббота. Начальства должно быть меньше. Так что... и снимаем, кстати, сегодня я на телефон. Так что за качество не обессудьте. Все, поехали на работу. Вот. Наша курилочка, раздевалочка. Вот так вот сушим тряпочки. Это наше основное рабочее место. Здесь детали проходят обработку после того, как литейный цех выпускает их, и проходит окраску. Сегодня у нас работа вот с такими деталями. Заключается работа в том, что мы окрашиваем эти детали и потом уже убираем какие-то лишние заусенцы, ну лишний, в общем, так называемый мусор с этих деталей. Вот таким образом вешается на такие решетки эти запчасти и помещаются вот в данный контейнер, где происходит процесс покраски. Вот сейчас вы увидите некоторые кадры. Вот здесь рабочее наше место, именно вот здесь проходит процесс отбивания от лишних от лишнего мусора. Вот. Это ленты, здесь проходят начальную обработку каких-то лишних частей, то есть мы шлифуем эти детали такими лентами, и потом уже дальше уходит на другую обработку деталей. Вот. Сейчас покажу вам детали, которые мы начали делать недавно. Вот. Это какая-то, скорее всего, помпа, ну либо насос там топливный, либо что, в общем, не знаем. Нам, если честно, не говорят, что это за детали конкретно, поэтому нам приходится только догадываться, что это. Вот сейчас вы увидите процесс покраски. Человек будет доставать. Человек, кстати, работает на этом заводе более 2 лет уже, имеет хороший опыт. Зовут его Кумар. Он родом из Индии. Знает свою работу на отлично. Вот таким образом достается эта корзина уже с покрашенными деталями. Покраска проходит сухой краской. Они похожи на мелкие гранулы, такие как шарики. В общем, и, соответственно, сразу уже можно дальше приступать к дальнейшей какой-то обработке. Но это, конечно, ускоряет в разы процессы производства, поэтому это выгодно для всех. Вот таким вот образом достается все. Обеденный перерыв.
Это литейный цех, так называемый. Мы его именно так называем. Здесь начинает свою жизнь наши детали. Вот. Полностью весь процесс, конечно, автоматизированный, но в любом случае человек здесь должен присутствовать. Вот. Здесь работают парни, и у них работа, ну, мягко скажем, нелегкая. Вот именно в этой части происходит процесс производства самих деталей, и вот в этом месте забрасываются в так называемую в топку вот эти вот алюминиевые плитки, металл, из которых потом, соответственно, появляется деталь. Здесь стоит неимоверная жара, я на самом деле не завидую парням, у них работа такая нелегкая. Помимо того, что на улице там может доходить до 35 градусов, у них тут все 50. Вот. За каждым так называемым станком по производству деталей стоят вот такие вот стоят такие вот плиты с металлом и закидывается периодически. Вот. Остужается здесь все автоматически водой, поэтому постоянно здесь у пацанов мокрая вода, потому что, ну, в любом случае процесс остужания, он как бы такой. Вот с этой матрицы выходит уже готовая деталь, и вот таким вот образом она появляется. И уже парни сами от дополнительных каких-то лишних частей отбивают, и вот в корзину уже помещаются вот такие вот детали. Что, ребят, сегодня вот закончился очередной рабочий день до 5 часов, короткий, ну, суббота как-никак. И я поднимаюсь уже домой. Вот такая вот у нас сегодня была работа. Немножко как бы поподробнее вам сегодня показал. Но, к сожалению, не смог я вам показать весь процесс работы, потому что, ну, когда другие работают, ты сам работаешь. И плюс, конечно же, ко всему начальство ходит. Ну, сегодня оно было, к сожалению. В общем, берегите себя. Так, всем привет! Ну вот сегодня решил рассказать немного о работе, на которой я работаю в данный момент. Это автомобильный завод. Изготавливаем мы автодетали, автозапчасти для автомобилей, ну, разных марок. В основном, конечно, для Hyundai и General Motors, это американская компания, работаем также на экспорт. Ну, они работают на экспорт. В общем, занимаемся изготовлением, производством, изготовлением, все, в общем, все в этом духе. Конкретно моя задача здесь состоит в том, что я шлифую детали от всяких лишних заусенцев, чтобы дальше уже на дальнейшую обработку приходили они более-менее такими чистыми, гладкими, и дальше уже идет следующая обработка и так далее. Сейчас я покажу некоторые кадры, которые мне удалось заснять именно непосредственно на самом заводе и возле завода. Вообще, конечно, на любом предприятии, на любом заводе запрещено снимать. Ну, не приветствуется, где-то вообще категорически запрещено. Вот, поэтому я старался аккуратно снимать, чтобы руководство, начальство и видеокамеры там нигде не зафиксировали, что я веду какую-то съемку. Вот.
Поэтому, как говорится, как получилось, так получилось. Работа, скажу, что, конечно, интересная, она очень легкая. Конечно, если сравнивать с прошлой работой, она прям вообще супер легкая, потому что на прошлой работе я занимался тем, что отдалбливал, грубо говоря, застывший пластик с оконных рам, которые, ну, вот стыки спаивались, и вот этот пластик, ну, пока еще теплый, горячий, его нужно отдалбливать стамеской. Ну, в общем, работа была такая не из легкой. Вот, а на этой работе работа, ну, вообще она в такой степени легкая, что иной раз аж что ли не засыпаешь. Вот, так. На этом заводе работают более 300 человек. Для такого завода в Южной Корее это ну, большое количество людей, считается большой завод. Наверняка у этого завода есть еще филиалы, я точно не знаю, но знаю одно, что он один из больших заводов. Также здесь имеются, конечно, столовые, где неплохо кормят, во всяком случае мне нравится. Есть перерывы каждые 2 часа, и обеденное время час дается. Вот. Работаем мы с 8 до 8 часов, ну и иногда по субботам бывает работать. Вон тот дальний корпус это наш. Вот. На этом заводе очень много русскоязычных, точнее вот этот весь, ну, назовем корпус, ну, либо отделение, вот здесь работают практически 90% русскоязычных людей с многих стран СНГ, ну, с России в том числе. Вот. Работаем все, в принципе, ну, дружно, неплохо, поэтому мне лично нравится здесь работать. Вот, а это вот уже сейчас покажу непосредственно наши детальки, которые мы шлифуем. Вот. Непосредственно уже я шлифую вот эти вот маленькие детальки. Я не знаю, для чего это, похоже на какой-то будущий корпус насоса. Ну вот примерно так выглядит наш завод. Итак, большое спасибо братишке за съемку. Что касается зарплаты, зарплата на этом заводе от $2500. Зависит от объема работы, от часов работы. Как по-вашему, мы внешне похожи с братишкой? Разница между нами 5 лет. Ссылку на его YouTube-канал я оставлю в описании или в комментариях. Кому будет интересно, заходите. Ну все, друзья, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!